Всем привет! Это обзор моей мастерской. Кстати, похожее видео уже есть на канале, но с тех пор прошел год, и некоторые вещи у меня добавились или изменились. Пойдемте. Эту комнату, я думаю, вы хорошо знаете, потому что большинство новых видео выходят именно здесь. Я доспешник, а изготовление доспехов начинается с вырезания из листа необходимой выкройки. Сейчас я покажу вам, как мои листы вообще хранятся у меня в мастерской. Я использую такие толщины листов. 1 мм, даже не так, 0,8, 1, 1,2, 1,5, 2, 2,5, 3. И все эти размеры нужно хранить так, чтобы легко было найти и взять. Вот я придумал для себя такой вот пенал. У меня здесь подписаны марка стали и толщина. И все листы сложены по своим полочкам. Их очень удобно вытаскивать и ставить назад. В отличие от варианта, когда у вас листы хранятся вот так. Здесь я складываю самые тяжелые листы, то есть толщиной 3 мм или 2,5. По сути, вот возле стены стоит только два вида листов. Так с этим еще можно работать. То есть вытащили один лист, положили обратно. К тому же есть еще одно складское место. Вот здесь у меня хранятся различные трубы. Я мастерскую постоянно обновляю. И нужно то столик какой-то сделать, то полочку, то стеллажик. И в итоге это все нужно хранить, чтобы оно было тоже в нормальном доступе, легко можно было найти. И пришлось сделать вот такую елочку, или как это называется. В общем, так стало намного лучше. Как бы порядок какой-никакой. Части доспеха я вырезаю вот на этом столе. По-правильному нужно свешивать отрезаемый край, чтобы не было вот такого вот безобразия, когда мне некоторые подмастерья пилят прямо стол. Для нарезки доспехов нужно иметь специальное место, где вы положите лист, нарисуете все и вырежете. Ну, на видео вы много раз это видели. К тому же здесь же у меня на улице стоят вот такие тиски, в которых можно что-либо тоже зажать, или обточить, или обрезать, что-либо положить, закрепить. В общем, удобно. Они легенькие, можно быстро, легко переставить. После нарезки доспехи обычно обрабатываются молотком. То есть мы куем, бьем, рихтуем, делаем райзинг. Одно из самых основных в любой кузне, да и в моем ремесле. Молотков должно быть много, они должны быть разной формы, разного веса. И они должны быть красиво сложены с определенным порядком. Вот раньше, вы можете заметить, у меня есть куча секций, куда можно повесить молотки. Возле отковочной этой штуки, вот возле тисков можно было вешать вот с этой стороны. Но в итоге, если вам нужно найти какой-то молоток, приходилось бегать по всем вот этим местам и искать этот молоток. Но теперь я решил, что лучше, чтобы молотки висели в одном месте, и ты знаешь, ага, если нужно что-то найти, нужно пойти сюда. Вот. Более детально про молотки я рассказывал в первом видео про мастерскую. Если не видели, можете глянуть. Про тиски, отковочные ямы, дифовочные такие вот углубления, про наковальни, рога тоже было рассказано. Единственное, хочу добавить. Вот смотрите, сейчас у меня вот этот вот рог, я не помню, было ли это сделано в том видео. Здесь такой ящик, внутри насыпан щебень. И теперь данный рог очень устойчиво стоит, то есть, имея свою массу, на нем очень комфортно стало работать. То есть раньше вот этот рог, который у меня самый первый, и он еще из старой мастерской привезен, маленькой моей мастерской, он раньше был без этого ящика. При работе он постоянно двигался, скакал, менял свое положение, это неудобно. Вот когда мы насыпали много сюда щебня, то стало в разы лучше. Он надежно стоит, и в общем я рекомендую такую штуку делать. Как-либо утяжелять основу к своим приспособам. Вот раньше в этом углу у меня стояла печка, но теперь у меня печка переехала в другое место, об этом немного позже. А здесь я вот пытаюсь организовать такой закуток, где по полочкам будут разложены различные полезные штуки. Вот, например, здесь вот это все, это выкройки на доспехи, которые я делаю, и они у меня постоянно сохраняются, чтобы я мог всегда взять какой-то старый шлем. Если мне вдруг надо делать через 2-3 года такую же модель, я просто возьму старые выкройки и не буду делать новые. Самое главное, зачем он тут нужен, у меня здесь хранятся музейные фотографии. То есть я в любой момент могу зайти и посмотреть интересующий меня доспех. Очень удобно, и мне этого, если честно, жутко не хватало, когда я работал без компьютера в мастерской. На этом же компьютере я и монтирую видео. Одно из следующих видео, которое я монтирую.
Ну и к тому же компьютер это источник различных развлечений, там фильмы посмотреть, сериальчики, ну и можно зарубиться в Lost Ark. Что это такое, спросите вы? Это изометрическая многопользовательская игра в жанре фэнтези. Игра бесплатно скачивается на компьютер. В игре вышло обновление с классом Агент Скаут. Это мастер дальнего боя. Агент умело держит противников на дистанции огнем из пистолета-пулемета, а благодаря своему верному дрону он повышает мобильность и увеличивает урон. В игре появился новый континент Папуаника. Игрокам предстоит изучить древние тайны острова, изгнать демонов Легиона Безумия, повстречать великого хранителя Альбиона и помочь местным аборигенам устроить лучший фестиваль в истории. И напоследок, игра получила множество мелких дополнений. Новый остров Куамэй, новое подземелье, ГВГ-режим захвата островов и многое другое. А вот здесь у меня лежат приспособы, про которые я ничего еще не рассказывал. Суть в следующем. Сейчас возьмем какой-нибудь. Значит, вот это вот у нас Хунцгугель толщиной 4 или 5 миллиметров. Зачем это сделано? Это не часть доспеха, это просто приспособа. Иногда проще взять лист металла и нагорячо прибить к этой толстой холодной форме и таким образом просто получить необходимые выступы, геометрию, ребра и так далее. В общем, для новичков очень часто актуальны вот такие приспособы. Но если честно, я ими не пользуюсь уже очень давно, потому что банально проще прорисовать себе спереди и сбоку изготавливаемое изделие, и в целом этого обычно хватает. Но в некоторых случаях данный метод может быть очень уместным. Вот, например, заготовка на голень. Вот она очень тяжелая, тут толщина 6 мм, кажется. И банально человек, который никогда вообще не делал доспехи, сможет сделать по ней голень. Вот, а без этой формы, без такой заготовки, с нуля сделать сложную форму с правильными изгибами, с правильными переходами, ну, очень сложно. И это очень большая редкость, когда человек, никогда не делая доспехи, берет и сходу делает сразу правильно. Очень много работы в мастерской делается с помощью болгарок. Вот они у меня здесь как раз сложены все рядочком. Так, вот побольше болгарка. Ну и все остальные. Это у меня подлестничное пространство, которое я тоже использовал. Вот тут у меня небольшой склад. Вот мы открываем дверцу. Здесь сложены инструменты, которыми я очень редко пользуюсь. А вот тут у меня вот такой ящичек, где тоже лежат различные расходники. Вот такие пряжечки тут хранятся, рукавички, диски. Ну, в общем, всякая мелочевка, которая должна быть сложена в порядке, которую нужно легко и быстро найти. Вот. Да, ящик выезжает на колесиках, без этого было бы намного хуже. Для мастерской еще очень важно отопление. Я греюсь вот таким образом. У меня есть булерьян большой. Вот он стоит. Сюда мы загружаем дрова, запаливаем. И здесь у меня выходит дым. А вот эти две трубы — это теплый воздух, который огибает топочную. То есть здесь не дым, а просто теплый воздух. И по двум трубам он направляется на второй этаж. Немножечко помогая обогревать второй этаж. А второй этаж мне еще помогает обогревать инверторный кондиционер, который зимний, и он рассчитан на то, что он будет не только охлаждать летом, но еще и обогревать зимой. Без булерьяна, когда у нас было минус 20, минус 23, кондиционер не очень хорошо справлялся, поэтому я не пожалел, что у меня есть и булерьян на дровах, и кондиционер, который работает на электричестве. К тому же, довольно часто бывает выключают электричество, и чтобы не было большой потери холода, вот штука, которая работает независимо от электричества, от света, просто на дровах по старинке, она очень часто просто вот выручает. Так, и теперь у меня еще некоторые обновления. Печка новая. Она чуть больше, чем старая, но самое главное, она работает от 3 фаз и нагревает до необходимой температуры, там, до 800 градусов. Она не за 3, 4, 5 часов, как старая, которая работала от одной фазы, а она нагревает до 800 градусов примерно за полчаса. В общем, намного лучше, больше, ну и так далее. И я ее пристроил теперь в этот угол. Если помните, здесь раньше у меня резак висел, и вот от резака вот эта вытяжка у меня была. Печка классная, зашибись, мне очень нравится.
Понятное дело, возле печки у меня закалочная бочка, тут просто вода. Я работаю со сталью 30 КГСА в основном, поэтому для закалки используется вода, а не масло, как это обычно. Здесь же, в этом помещении, у меня вот склад. Можно увидеть страшный срач вот здесь вот на полу. Ну вот, для доспехов здесь у меня лежат заклепки. А все остальное это в большей степени что-то строительное, какие-то там запчасти, вот тут краска, болтики, саморезы, гвозди, то есть, в общем, для стройки больше всего. Но место важное, потому что что-либо на участке построить, сделать, какую-то там полочку повесить. Важно, чтобы ваши расходники лежали в хорошем, правильном, легком доступе. Так вы сможете комфортно делать то, что вам нужно. Здесь у меня вот лежит кожа, а вот внизу у меня запчасти доспехов, которые мне как-то не понравились. В общем, брак. Откровенно брак. И это все, я надеюсь, у меня ребята из моего клуба «Глубинный страж» Фландрия, они как это заедут и позабирают, и себе сделают что-то полезное. В общем, это по сути нужно выкинуть, но и выкинуть жалко. И доделывать нет смысла. В общем, я надеюсь на своих ребят, что они заберут это все. У нас была просто зима, было много снега, и никак доехать не могут. Так что забирайте. Идем теперь в ту основную комнату, к прессу. Здесь мое основное рабочее место. Минус этого пространства, минус этой комнаты – это эхо. Вот прямо сейчас хорошо, наверное, слышно на записи. Здесь все сделано для горячей ковки. То есть там ковка шлемаков, ковка каких-то там ножичков и так далее, и так далее. Что у нас тут? Ну вот давайте начнем с этого пресса, который не работает. Я его просто еще не пристроил. Это ручной винтовой пресс, который, по идее, должен работать так. Мы берем бойки. Раз, два. Раз. Тихо. И вот мы пробуем прожимать его. Главное беречь голову. Так оно придавливает. Скажем так, пока не очень эффективно. Нужно разобраться, в чем его преимущество. Пока что он у меня стоит без дела. Есть еще вот такой ручной пресс. Он намного слабее, чем винтовой, но зато он и быстрее. То есть мы раз подняли, засунули детальку, раз согнули и получаем, например, вот такое. Здесь можно легко сгибать нижний край шлема. То есть раз, раз, он подгибается. Очень классная штука. Можно как низ шлема делать, сгибать наручи, сгибать первоначально заготовки на голени. Вот эти папа-мама делают очень легко. Это у меня труба, которая усилена различными квадратами, кругляками и так далее. Здесь же в этой комнате у меня висят молотки, которые, как я и говорил, просто сконцентрированы в одном месте, чтобы не искать их по всем точкам. Это очень удобно. Вся эта конструкция на колесиках. Это все очень легко, можно перекатывать куда нужно. Очень комфортно. Тиски. Кстати, да, это кузнечные тиски. Я много раз читал комментарии о том, что нельзя бить по тискам. Да, нельзя бить по слесарным обычным тискам. Это стуловые кузнечные тиски, которые спроектированы таким образом, что как раз по ним можно и нужно бить. Вот эта основная лапа, она крепится у нас на стол. И есть еще такая длинная лапка, которая тоже фиксируется. Эта штука сделана из стали. Это не чугун, который колется, это сталь, я так понимаю, конструкционная. Ее можно бить, ковать, подваривать ее можно. Это не проблема. Эта сторона закреплена намертво. Она у нас основная. И есть вращение второй части вот в этом месте. То есть вот мы откручиваем, и у нас пошло движение. Вот по этой части желательно сильно не вваливать, не бить, потому что она у нас закреплена с помощью вот такого большого цилиндра стального. И мы будем передавать усилия на этот цилиндр. Есть винт. И
очень хорошо, что при ударах нету нагрузки на винт. То есть, когда мы бьем, мы винт не ломаем. Поэтому по ним бить можно. Они еще и в 15 веке, и в 14, я так понимаю, были примерно такими же. Как минимум, старинные сохранившиеся тиски, они именно вот такой формы. Это у нас газовый экономизатор. Работает он, ну, в общем, тут пропановый кислородный резак, работает от пропана и кислорода. Баллоны стоят у меня вот здесь. Раз, два. Поджигаем. Вот, и у меня пламя смотрит, в общем, сразу в трубу. Так оказалось намного дешевле, чем делать огромный зонтик, вешать его здесь и, ну, в общем, много геморроя. Зачем вообще надо труба вот эта? Ну, во-первых, если у нас лето, то большая часть тепла уйдет наружу, а во-вторых, вот эта черная копоть не будет собираться на потолке, а будет просто улетать в эту трубу. Это главный бонус. Я, в принципе, рассказывал, как работает резак, но расскажу еще раз. Мы поднимаем слабки. Первый раз, когда мы включаем, подняли, все выключено. Для доспехов я резак не использую как резак. То есть это сопло, которое открывает уже режущую струю. Я им не работаю никогда. У меня только раз и два. Первое, что мы поджигаем пропан, то есть горючий газ. После чего мы немножечко открыли пропан. После этого открываем чуть-чуть, без резкого срыва, просто плавно открываем кислород. Вот. В общем, получили маленький огонек, теперь поочередно добавили пропана, кислорода, пропана, кислорода, пропана, кислорода. И вот с таким пламенем я начинаю греть. Повесили на лапку, подача кислорода и пропана прекратилась, и все, он тухнет. В целом, это очень удобно и комфортно, когда у нас есть множество неоднократных нагревов. Например, делаем мы голени, подогрел, повесил, постучал, подогрел, повесил, постучал. Очень удобно. Я делаю так. Не просто поднимаю, а немножко приближаю к огоньку, поджигается и снимаю уже полностью. Вот. Кислород боится масла, поэтому все различные масляные работы или какие-то такие дела, масляные тряпки, бутылки с маслом, держать нужно максимально далеко от кислородных баллонов и от кислородных шлангов. Еще о чем нужно подумать перед тем, как заводить себе вот такую систему. Например, у меня все закреплено к стене намертво. И у меня есть довольно много пространства, чтобы пройти, там, обойти и так далее. Если пространства очень мало и резак должен быть где-то возле проходного места, где люди ходят, нужно продумать тот вариант, когда кто-то вдруг случайно цепляет резак, и он просто падает, открытый, там, с пламенем. Чтобы такого точно не происходило. Потому что вот, когда я работал в своей первой мастерской маленькой, там было места очень мало. Я банально боялся поставить вот такую штуку. А здесь уже это можно реализовать. Дальше из того, что у меня появилось новое. Это газовый горн. Вот такая тумбочка. Он тоже на колесиках. Вы его, вероятно, видели уже на видосах моих. Газовый горн я завел, в общем-то, для YouTube, потому что особо каких-то доспехов в газовом горне я не делаю. Простая довольно конструкция. Здесь у нас открывается дверца, там поджигается пропан. И есть дополнительный нагнетатель воздуха. Вот эта дуечка дополнительно дует, создает больше давления, создает больше, доставляет в камеру сгорания большее количество воздуха, из-за чего такой горн может нагревать существенно больше по сравнению с простым таким же горном, но с инжекционной горелкой. Такая же система похожая, только без принудительного нагнетания воздуха. Там открывается просто отверстие, куда воздух свободно сам по себе попадает и, в общем, горн работает.
Минус такого горна, он должен работать на электричестве, вот этого. А горн с инжекционной горелкой работает только от баллона с пропаном. То есть вы можете взять с машиной в лес горн, баллон с пропаном и где угодно ковать вообще. Ну, только наковальню не забыть еще. Ну, раз уж мы тут здесь рядом, то здесь у меня типа оружейное, и, откровенно говоря, мне не очень нравится, как оно здесь стоит. Я в будущем все эти мои макеты спортивного вооружения развешу по стенам. Таким образом, у меня этот угол освободится, я смогу что-то поставить сюда более полезное, может быть, стол какой-нибудь. В общем, оружие я хочу развесить по стенам, так более практично. И переходим к прессу. Это ковочный пресс такого самодельной конструкции. Делал не я, делали дядьки, которые шарят. В прошлом видео год назад я говорил, что пресс я еще не освоил. К этому времени, к сегодняшнему дню, я с ним уже довольно полноценно, постоянно работаю. Одни из основных бойков, которые я использую, это вот эти. Вот такой примитивнейший грибочек и примитивнейшая ямка. Вот этими двумя штучками я делаю кирасы, шлемы, шлемы. В общем, самое такое, что требовало больших физических нагрузок. Теперь молотком я махаю меньше. Правда, есть небольшая проблема, что нужно следить за прессом и регулярно что-нибудь в нем чинить. Вот сейчас у меня образовалась проблема. У меня была старая коробка распределительная, и в ней начал заклинивать рычажок. Вот она старая лежит. Вот этот рычаг начал заклинивать, и я решил купить полностью новую, потому что вот со всех этих частей у меня немного прокапывало масло, то есть со всех этих вот болтиков. Я решил, что куплю новую, и на этом моя проблема исчезнет. Но добавилась новая проблема. Значит, с новой коробкой, которая вроде бы точно такая же, там все идеально сходится. Правда, там написано R75, а здесь R80. Но мне сказали, что это идентичные распределительные коробки. Сейчас образовалась следующая проблема. Жутко греется масло. Возможно, и я надеюсь, что причина этого только в том, что у меня постепенно уменьшилось количество масла. То есть где-то оно повыкапывало, где-то при каких-то сборках, разборках у меня просто выливалось масло. И долью, в общем, масло, чтобы было большее количество. И надеюсь, что моя проблема с перегревом масла исчезнет. Потому что если не исчезнет, то нужно будет искать новую причину и ее пытаться устранить. По прессу. Давайте я же немножечко введу в курс, как вообще работает пресс. Значит, пресс работает от 3 фаз. Вот там розетка. Вот оно приходит к двигателю нашему. Нажимаем кнопочку, двигатель начинает работать. Двигатель вот на такой прямой передаче. Вот двигатель крутит наш насос. Масло подается по этой трубке в распределительную коробку. Здесь при движении рычага, раз, два, и нейтралка, у нас подается масло или в один шланг, или в другой. Это, кстати, не просто шланг, а РВД, рукав высокого давления. Когда мы нажимаем вниз, у нас шток, то есть вот та штукенция, из гидроцилиндра едет вниз. Вот мы нажали, и оно поехало. Сейчас я пока что включать не буду, потому что он у меня работает не очень хорошо, поэтому наглядного примера не будет. Масло пошло по РВД. У меня, кстати, есть манометр. Можно видеть, какое давление происходит. И шток или въезжает вниз, или въезжает вверх. При нейтральном положении, по идее, все это масло просто сбрасывается обратно в бак. Бак у меня это вот эти две колонны. Раз колонна и два колонна. Они связаны вот здесь снизу. И где-то здесь вот по центру есть сетчатый фильтр, который отсекает какие-то мелкие или средние частички, которые могут попасть в систему. В общем, вот такой вот бак. И все, там сзади забор этого же масла, и оно постепенно гоняется здесь. То есть через распредкоробку, туда вот в шток. Далее. Вот эти две колонны предотвращают от перекоса главный шток. Если мы начнем с усилием шатать наш шток, то мы, в общем-то, раздолбаем довольно быстро гидроцилиндр и все. И вот эти две штукенции этому препятствуют.
Кстати, да, все эти детали, это детали от трактора. То есть они дешевые, они постоянно в доступе и ничего сложного. В общем, шток толкает эту мою массивную полку, и вся эта полка ездит на направляющих. Вот к этим частям, которые параллельны друг другу, я уже закрепляю свои различные наставки, приспособы, и они вот так у меня вот тут живут. Вытяну, нет? Что-то он как-то странно звучит у меня уже. Приспособы вынимаются вот, и легко и быстро заменяются на различные байки. В этой конструкции есть некоторый минус. Во-первых, в свой бак вот этот я заглянуть не могу пока что. У меня есть там заливные отверстия, заливные горловины. Я через них могу заливать масло, но я не могу увидеть, пенится ли у меня масло, какой там точно уровень масла. Это все немножечко неудобно. Это первое. И второе, фильтр сетчатый, который находится где-то вот в этой перекладине, я тоже к нему не имею доступа и не могу его ни почистить, ни посмотреть, насколько там все грязно, чисто, нормально там, ненормально. Я вот на ютубе видел интересную конструкцию пресса, которая мне очень понравилась, очень импонирует. И именно там я подсмотрел эту систему для замены байков. Я оставлю ссылку, гляньте. В отличие от моего пресса, тот пресс можно просто взять рукой, перетащить куда угодно и работать с ним. У меня, чтобы его передвинуть, это прям целая эпопея. Я там снимаю голову, мы ее как-то выносим, и потом еле-еле тянем вот эту всю станину нижнюю. Полезная штука, но если бы она еще не ломалась никогда, было бы вообще зашибись. Далее, что у меня нового появилось? Вот эта комната. Идемте сюда. Значит, здесь у меня сварочник. Сварочник у меня теперь на тележке. Тоже жутко удобно. Можно взять и, например, поехать с этой всей тележкой туда, куда надо. Оно себя оправдывает. Так. И сварочник на своем месте. И какая-никакая мобильность появляется. Здесь у меня, кстати, обратите внимание, линолеум на полу. И в этом месте возле сварочника я еще постелю стальной лист, потому что сюда будут падать горячие искры и коцать линолеум. Не очень хорошо. И еще здесь будет вытяжка, потому что без вытяжки, тут когда варишь, образовывается такое плотное облако вредного газа. Поэтому вытяжка должна быть обязательно. Почему мне пришлось постелить сюда линолеум? Дело в том, что при заливке этого бетона как-то так получилось, что бетон супер некачественный. То есть он у меня буквально вот, я его ногтем, просто пальцем расколупываю. Вот видите? Причем это еще нормальная часть, а вот там, где как раз лежит линолеум, я буквально просто беру пальцем, вот так вот ерзаю и вытираю его, и все, и эта вся пыль взлетает. Не вижу другого способа, как просто постелить линолеум и по нему ходить. Так, вот у меня еще то, что из такого нового, это гриндер появился. Тоже для доспехов, скажем так, он практически не нужен. Я вот там играюсь, делаю какие-то там молоточки подтачивал, ножичек подтачивал. В общем, я на самом деле еще толком даже не умею им работать. Самое, что важное такое появилось, это вот эта штукенция. Это шлифовальный станок, самодельный, который раньше был без вытяжек. Вот такие у меня кожуха. Вот, сейчас открываю. Здесь у меня лампочка. Так, здесь те, кто видели старую версию, в принципе, сразу, наверное, поняли, в чем тут суть. Есть вал, есть ременная передача, и все это переходит на двигатель. Да, вот это у нас двигатель. В общем, двигатель крутится, крутится вал и крутятся мои шлифовальные круги. Это мы закрываем. Теперь у меня эти круги закрываются вот такими кожухами. Раз и два. Затем здесь есть перегородка. Вот так у нас открыто, и воздух засасывается, туда улетает пыль. А вот так закрыто. Теперь воздух тут не будет проходить, и в других точках забора воздуха у нас будет увеличиваться давление. Если дверца у нас открыта, то воздух поступает сюда и идет вот сюда на улицу. Идем сюда. Вот тут у меня мега хитрая система. Это замена циклона. Насколько я понимаю, насколько я могу судить. У меня есть вентилятор, дуйка, в общем, улиточка, которая засасывает воздух. Она прикреплена к крышке этой бочки. Бочка
продается, в общем, за 200 гривен можно такую бочку купить. А в то же время циклон мне хотели продавать за 6 тысяч. Я решил попробовать с бочкой. С бочкой вроде бы все работает, поэтому циклон я покупать не буду. Так, раз. Открутили бочку. Раз, снимаем. Два. Все очень элементарно. Вот у нас труба, куда засасывается воздух. Труба приходит в бочку, как бы создавая завихрение круговое. И тяжелые частички будут падать вон туда вниз. Внизу налита вода, чтобы уменьшить вероятность того, что у нас будет тлеть материал, который прилетает с кругов. То есть сюда у нас прилетает вот такой жмых. Сейчас покажу его. И он может как минимум тлеть, а может даже и загораться. Поэтому там вода внизу. Фу, грязная. Вот у нас вытяжка. Важным моментом является то, что вот эти лопасти, которые захватывают воздух, они у меня при работе расположены вертикально. Видите, оно крутится. Если на эту штукенцию налипает жмых, который прилетает, он ее сразу же расцентровывает. В итоге вся конструкция страшно дребезжит. Просто когда я поставил этот двигатель как бы вот в таком положении, когда у меня горизонтально эта труба стоит, вот это минут 10 нормально, потом сразу же мы получаем налипшие лопасти, и вся конструкция прям ходуном ходит, невозможно буквально пользоваться, ну, страшно. И когда я развернул двигатель вот этими лопастями так, чтобы они стояли вот так, эта проблема исчезла. Сейчас я закрою его. Так, бочка закрывается герметично. Вот с помощью вот этой крышки мы убираем любые щели, в итоге у нас нету каких-то подсосов воздуха. В общем, двигатель работает чисто на вытяжку из мотора. Вся пыль приходит по этому каналу, начинает завихряться в бочке, вот так вот крутиться, и она падает. А двигатель засасывает воздух вот так вертикально с центра. В итоге большая часть просто оседает вниз. И у нее нет возможности попадать вот сюда на выход. Выход воздуха, и сюда у нас фигачит струя воздуха. Какая-то, конечно, пыль все равно вылетает отсюда. Но, как вы можете заметить, здесь намного чище, чем было раньше, когда просто стоял станок вот здесь, в этом месте. Поэтому конструкция успешно работает. При этом она максимально дешевая. Бочка стоит 200 гривен. Прицепили сюда двигатель, прицепили трубу, заклеили щели армированным скотчем. Все работает. Класс. Еще к этой же системе у меня подсоединена вытяжка не только со шлифовалки, а еще с нового столика. Вот эта штукенция жутко классная. Мне ее очень сильно не хватало, а решение вообще настолько примитивное, настолько простое. Значит, смотрите, допустим, я что-либо пилю болгаркой. Я прихожу сюда, включаю вытяжку вот таким образом. У меня включается здесь, во-первых, сразу две лампы с хорошим освещением, то есть я очень хорошо вижу свою деталь. Во-вторых, вытяжка забирает почти все, что в этой коробочке будет летать. То есть вся мелкая пыль, вот это облако, которое образуется при работе с болгаркой, оно остается в этом закутке и сюда забирается. Вот тут вытяжки хватает, чтобы вот это все просто улетало. К тому же, если вы работаете с болгаркой искрами от себя, то есть вы не режете, а что-либо зачищаете, подшлифовываете, при таком положении у вас искры идут в этот угол как раз. Поэтому все сюда улетает и все забирается. Если же мы шлифуем, мы просто перекрываем доступ воздуха, открываем, например, вот тут, включаем двигатель. Теперь вся эта пылюка просто вылетает большая часть в бак, и на улицу немножечко. И важно следить за тем, чтобы там не собиралась критическая масса легковоспламеняемого жмыха. Просто вовремя чистить, и все будет хорошо. Вот с этими двумя приспособлениями шлифовать доспехи стало в разы комфортнее. Теперь не нужно стоять в холод на улице, можно обогреть это помещение, и пыль у меня забирается. Вот. Так что советую. А вот это тоже настолько простое, примитивное решение, которое, казалось бы, уже можно было лет 10 назад сделать себе такое и не знать горя. Вот только что-то додумались до такого и реализовали, и оно себя показывает очень хорошо. В общем-то, это почти все, что я хотел показать по обновлениям в мастерской. Есть еще одна маленькая деталь. У меня появился видеооператор.
пацаны, видеооператор. Видеооператор, пацаны. Ну что ж, на этом все. Спасибо, что смотрите меня. Отдельная благодарность патронам и патронессам. Вы самые главные вдохновители снимать такие видео. В общем, всем пока.